Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем нужен человеку кислород? Важен не сам факт того, что мы дышим, а важен, сколько кислорода способен наш организм употребить. Именно от этого параметра зависит количество энергии, вырабатываемой в нашем организме. Той энергии, которую потребляют наши клетки для поддержания своей жизнедеятельности. Именно от способности потребления нашим организмом кислорода зависит качество и продолжительность нашей жизни. И самое главное, я расскажу, как научить организм потреблять достаточное количество кислорода. Могу очень просто вам объяснить и мотивировать вас на то, о чем я прошу в каждом своем ролике. И это не питание. Начнем с того, сколько кислорода нужно нашему организму потреблять, чтобы правильно функционировать. В покое наше тело потребляет 3,5 мл кислорода в минуту на килограмм веса тела. То есть 3,5 мл кислорода нам нужно для того, чтобы просто жить, не двигаясь, лежать или сидеть. Но если мы начинаем минимальное движение какое-то совершать, например, простая ходьба, потребление кислорода увеличивается в 4 раза. Но если мы еще ускоряемся, например, бежим со скоростью 10 км в час, это очень медленный бег трусцой, то потребность кислорода увеличивается в 10 раз. И здесь возникает интересный вопрос. Какое количество кислорода наш организм может потребить при максимальных усилиях? Вот этот именно показатель называется максимальное потребление кислорода. МПК является очень важным показателем здоровья нашего организма, а именно выносливость. Допустим, у человека максимальное потребление кислорода 5 мл в минуту на килограмм веса тела человека. Это очень грустно, так как такой человек, он может передвигаться только по квартире, и то будет испытывать одышку, потливость и слабость. А другой человек, который имеет больше МПК, он может заниматься всеми видами спорта, активностью, и при этом его выносливость будет хватать на все его увлечения. Что влияет на МПК? Первое – это легкие, потому что это орган, который обеспечивает нам функцию дыхания. Чем больше площадь легких, тем лучше, так как в легких происходит газообмен. Что может уменьшить объем легких? Бывают обратимые факторы и бывают необратимые. Первый – это обратимый. Это малоподвижный образ жизни, когда человеку не нужно дышать интенсивно, чтобы что-то делать, просто живет при таких минимальных потреблениях кислорода. Второй – это вредные привычки, курение, тоже уменьшает объем легких. Второе, что влияет на максимальное потребление кислорода, это состояние сердца. Сердце – это насос, который перекачивает богатую кислородом кровь к органам и тканям. Чем сильнее насос, то есть ударная мощность сердца, тем больше крови будет качать за единицу времени. И следующий орган, который влияет на МПК, это сосуды. По сосудам циркулирует кровь, богатая кислородом. И в крови содержатся такие красные кровяные тельца, которые называются эритроцитами, которые имеют в своем составе гемоглобин, который является переносчиком кислорода. Они тоже влияют на МПК. Если будет снижаться уровень эритроцитов, уровень гемоглобина и ухудшаться эластичность сосудов, то кровь будет плохо доставляться до органов, тканей, клеток, которые нуждаются в кислороде. И последнее, что влияет на показатели МПК, это митохондрии, количество и качество митохондрий. Митохондрии – это внутриклеточные органеллы, в которых синтезируется АТФ при участии кислорода. В двух словах, чтобы было понятно. Мы дышим легкими, в легких происходит газообмен, сердце наш как насос качает эту кровь, богатую кислородом, сосуды и кровь, эритроциты, гемоглобин доставляет кислород по сосудам к органам, тканям и клеткам. В клетках у нас есть внутриклеточные структуры, называемые митохондрии. В митохондриях происходит синтез АТФ с участием кислорода, а АТФ является универсальным источником энергии для поддержания жизнедеятельности всех наших клеток. И вот, уменьшение максимального потребления кислорода приводит к уменьшению выработки энергии, именно АТФ.
А в энергии нуждаются все наши клетки. Клетки сердца, клетки мышц, клетки внутренних органов, нервные клетки, клетки мозга. И это уменьшение постепенно приводит к разрушению нашего организма, к разрушению нашего здоровья и к старению. Итак, никакие диеты, питание, всевозможные дыхательные практики или медитации вам не помогут увеличить МПК. Кроме как подняться с дивана, выйти на улицу, просто ходить. Это может быть простая ходьба, скандинавская ходьба, быстрая ходьба, даже может быть бег. Про это я много раз в разных роликах рассказываю. И, конечно, это может и велосипед, всякие тренажеры, это степперы, просто эллипс или аэробайк. Любая физическая активность помогает улучшать максимальное потребление кислорода. В этом смысле наш организм очень благодарен. Рад любой двигательной активности. Только вы должны это сделать. Тогда вы получите ответную реакцию организма, как улучшение качества жизни. Вы все, наверное, замечали, после адекватной физической нагрузки вы чувствуете усталость, физическую усталость, но при этом одновременно вы чувствуете легкость и бодрость. Это показатель того, что ваши клетки насытились кислородом. Как измерить МПК? Это 12-минутный тест Купера. При выполнении этого теста вы преодолеваете какое-то расстояние за 12 минут. Это вы можете делать ползком, пешком, бегом, как вы можете в своих возможностях. И фиксируете это расстояние. И дальше вы переходите по ссылке в описании на наш сайт. И там на сайте вы увидите эту таблицу. И на таблице вы можете, учитывая свой возраст, посмотрите и то расстояние, которое вы прошли. И как раз вы найдете МПК.